Друзья, мы будем жить здесь 3 дня, поэтому я постараюсь вам все подробно рассказать, будет честный обзор. Расскажу вам про концепцию питания, про концепцию отеля, конечно же, какие есть категории номеров, расскажу, кто отдыхает в этом отеле и кому он отлично подойдет. У меня за спиной открывается потрясающая бухта, у отеля свой собственный, конечно же, пляж, есть 2 пирса, шезлонги, зонтики, конечно же, все это для гостей отеля предоставляется. Отель находится в курортном городе Торбу, но не в самом центре, а в 4 километрах. У нас, конечно же, по плану обязательно посетите это место, тоже сниму, расскажу, какая есть рядом инфраструктура, потому что отель находится в бухте. Когда вы выходите из отеля, у вас по факту там идет дорога. Соответственно, до города Торба можно доехать либо на такси, может быть, здесь есть трансфер у отеля, пока мы еще не знаем, только заселяемся. Также можно, конечно же, доехать до Бодрума, ехать в районе 25 минут езды, где-то 9 километров. У отеля каскадная территория, поэтому тут тоже нужно учитывать, но есть лифты, то есть не обязательно вам ходить в гору, можно подняться на лифте, но в целом, кто любит гулять, это прям замечательно. Так, сейчас мы с вами, опять же, находимся на пляжной зоне, здесь есть аквапарк, пул-бар, я так понимаю. И здесь рядом есть очень красивый инфинити бассейн с потрясающим видом на бухту. И так выглядят некоторые корпуса трехэтажные, номера с балконами. И потом по территории еще прогуляемся, я вам покажу, какая она большая. Это 52 тысячи квадратных метров. Мы отправляемся на обед. Так выглядит основной ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины. Также есть поздний ужин, который начинается в 12 ночи и до 2 часов он работает. А завтраки, кстати, здесь работают с 7 утра, что очень хорошо, потому что многие гости отеля просыпаются рано. У нас хлебный стол, все выглядит очень красиво, эстетично, я такое люблю. Тут у нас горячий стол. Большой выбор различных овощей, тушеное мясо, несколько видов, холодные закуски, сыры, оливки, маринованные тоже овощи, перчик. С этой стороны соусы, йогурты для салата, зелень. Вообще очень все достаточно красиво. Выбор большой. Мы заселились только сегодня, поэтому еще ничего не пробовали, ничего не могу сказать. Но обязательно все попробуем и расскажу. Так, здесь у нас уже идет мясо, рыба, скумбрия на гриле. Прекрасно. Здесь у нас фрикадельки с моцареллой, а тут, я так понимаю, это, да, курица на гриле. Паста, фрукты и сладкий стол. Смотрите, какой длинный, очень большой выбор. Несмотря на то, что обед, обычно всегда большой выбор на ужине, но здесь и на обед тоже, я думаю, каждый найдет себе по вкусу. Идем дальше. Здесь у нас бар. Ну и фишка ресторана, это, конечно же, терраса на улице. Божечки, какой открывается вид, просто потрясающий. Очень удобно, что есть навес, потому что вот мы сейчас на обед пошли, время час дня, очень жарко. И с таким видом это, конечно, просто потрясающе. Мы заселились. Сейчас я вам покажу наш прекрасный номер. Категория номера у нас Deluxe. Вот такой просторный, открытый, с видом на море. И хочу отметить сразу, это приятный комплимент от отеля. Мы уточнили, что независимо, в какой категории номера вы живете, туристам предоставляют шампанское, снеки, фрукты. Ну и давайте подробно посмотрим наш номер. Есть своя гардеробная, достаточно просторная, что очень удобно. Здесь же стоит сейф,
вешалки. Если кому-то, например, нужен утюг, гладильная доска, можно заказать на ресепшн, вам принесут прямо в номер. Вот так выглядит светло и красиво санузел, душевая кабина. Здесь есть все необходимые принадлежности: шампунь, гель для душа. Также тут такой стандартный набор: ватные палочки, диски, мочалки, все это есть. Ну, не везде, конечно, в отелях это все предоставляется, но здесь полный прям комплект. Идем дальше. Вообще, если честно, мне напоминает вот эта планировка мальдивские виллы, когда в середине номера стоит большая, смотрите, большая, просторная, красивая кровать, и за кроватью такой типа бар, буфет, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, очень приятно, красиво, просторно. Также, смотрите, есть кофемашина. Капсулы пополняются ежедневно. Давайте посмотрим, что у нас в мини-баре. Мини-бар, водичка минеральная простая, газировка, бар безалкогольный, пиво здесь не предоставляется. Такой вот у нас номер. Также есть диван. Он может быть как в качестве дополнительной кровати на ребенка, либо на взрослого, потому что он раскладывается в полноценную кровать. Ну и, друзья, это, конечно же, просто шикарный вид на Эгейское море. Сейчас мы выйдем, посмотрим. Вот так выглядит балкон. У меня тут прилагается в комплекте к прекрасному номеру еще прекрасный мужчина. И все это вот с таким видом на побережье, на море, на территорию отеля. Очень красиво. Когда мы заселялись, нам девушка сказала, что здесь еще потрясающие закаты, но будем сегодня в предвкушении этой красоты. Очень удобно, что при заселении дается карта территории отеля, всей инфраструктуры. И хочу отметить, на русском языке, что очень удобно. Несмотря на то, что гостей русских в отеле не так много, я спрашивала у персонала, это где-то 10% максимум. У отеля территория это 52 тысячи квадратных метров. Она состоит из, буду вам показывать трубочкой, комплекса клубных номеров. Они вот здесь расположены. Это у нас основной ресторан. Вот это бассейн очень красивый, Infinity, один из самых длинных, между прочим, в Бодруме. И рядом это комплекс Deluxe. Номера, здесь живем мы. Смотрите, на территории отеля есть 3 ресторана а-ля карт за дополнительную плату. Также есть несколько баров, они уже включены, кроме одного коко-бар, про него я тоже подробно расскажу. Это гости, которые снимают кабаны на пляже, могут пользоваться этим баром. Также есть детский мини-клуб, есть амфитеатр, вот это бухта, это место, где гости купаются. Также есть 2 пирса, есть аквапарк, да, вот он здесь, 5 бассейнов на территории отеля, 1 крытый. И сейчас мы с вами вместе ножками прогуляемся по всей этой территории. И, кстати, вот на обратной стороне карты очень удобно написано время, какие здесь есть рестораны, пляжные бассейны. В общем, вся информация полезная для отдыха гостей здесь присутствует. Ну и давайте начнем нашу прогулку непосредственно с места, где встречают дорогих гостей. Сегодня большой заезд. Это зона ресепшн. Она небольшая, но когда мы заселялись, в целом всем хватает места. Такое небольшое пространство, ресепшн. И прям рядом здесь есть лобби-бар, который, кстати, работает круглосуточно. Соответственно, напитки алкогольные, безалкогольные здесь можно взять. Также есть терраса рядом с ресепшн, рядом с лобби-бар, где можно посидеть и насладиться вот такими потрясающими видами. И сейчас мы с вами пойдем, посмотрим клубные номера. Прям сам в номер мы сейчас с вами не зайдем, к сожалению, потому что отель на 100% полный. Но
персонал мне обещал показать, если будет возможность, какие-то полчаса свободного номера я вам обязательно сниму. Но я в любом случае хочу показать атмосферу. Здесь есть два вида номеров. Это клубные номера и делюксы. В делюксах живем мы, поэтому обзор номера я уже, конечно же, сняла. Сейчас мы с вами идем в клубные номера. Фишка этих номеров в том, что они, знаете, в таком греческом стиле. Белые строения, присутствует голубой цвет. Это прям очень так мило и уютно. И как вы можете заметить, территория вся каскадная, очень много ступенек, но в отеле есть 3 лифта, поэтому не обязательно ходить ножками, как это делаю я. Можно воспользоваться, конечно, лифтом. Все номера в отеле идут либо вот с такими террасами, либо это балкон, как вот дальше, да, видно, есть небольшие балконы. Что касается вида, у клубных номеров сразу говорю, здесь как повезет. Если вас заселят повыше, то у вас будет вид на море. Но если у вас будет, к примеру, вот этот номер, да, то есть вид будет немного в здание, но и частично на море. В этих клубных номерах есть и семейные двухкомнатные, также есть однокомнатные номера. Два варианта: либо вид на море, ну, либо вид на зелень и вот, возможно, на здание. Но в целом здесь очень уютно. Смотрите. То есть можно выйти со своего номера, посидеть на этой чудесной террасе, либо на балконе. Ну и давайте спускаться с вами ниже. Вы знаете, несмотря на то, что отель полный, 100% загрузка, в общем-то, какой-то суеты и большого скопления людей мы не наблюдаем. Мы здесь уже живем второй день. Смотрите, есть вот такие террасы большие. Такие вот, знаете, такая как греческая деревня. Очень симпатично. Ну и мы сейчас с вами будем спускаться уже непосредственно к основной территории, где находятся бассейны, бары, рестораны а-ля карт, основной ресторан, пляж. И, в общем, все вам покажу. Вот такие террасы есть. Тоже очень даже симпатично. Посмотрите, какой открывается вид. Слушайте, ну, море, конечно, потрясающего цвета. Слово «потрясающее» я уже сама чувствую, очень часто использую, но потому что действительно очень красиво. И, кстати, вот один лифт, их в отеле 3. И в целом очередей в лифтах нет. То есть, потому что кто-то ходит пешком, кто-то пользуется лифтом, но так как их 3, в целом все вообще прекрасно. Сама территория вся утопает в зелени. Вы посмотрите, сколько здесь цветов. Все ухожено, все красиво, все подстрижено. Просто невероятно. Так, ну и мы с вами тогда спускаем. Нет, давайте я вам сейчас покажу корпус делюкс, в котором живем мы. Его преимущество, то, что он находится прям рядом с ресепшн, вход непосредственно в этот корпус. Вот здесь вход в делюкс. Номер я сняла, покажу вам. И когда мы спустимся к бассейну, покажу, как он выглядит со стороны. Главное отличие номеров делюкс от клубных. Делюксы идут больше по размерам. Они около 35 квадратов. И у них у всех номеров открывается вид на море. В клубных номерах они сами по себе меньше, где-то 25 квадратов. И у них есть номера, которые выходят за территорию отеля. Есть номера, которые выходят, как я вам показывала, может быть, где-то стена. Но, тем не менее, по оснащению, по ремонту там все замечательно. Все номера были отреновированы в 2023 году. Сейчас мы спустились на ярус ниже от ресепшн и попадаем на основную такую территорию. Здесь есть чайный бар. В дневное время он работает. Чай, кофе, безалкогольные напитки. Также здесь есть снеки, перекусы, пекут гизлюме. И мы с вами идем дальше. Это такая, знаете,
тоже точка притяжения и днем, но особенно вечером. По вечерам здесь играет живая музыка, вот сцена, большое количество здесь посадочных мест, рядом есть бар, что тоже очень удобно. Бар работает этот с 10 часов утра, алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе, здесь все, конечно же, есть. И здесь находится один из бассейнов, вообще в отеле всего 5 бассейнов. И здесь также есть детская зона. Дальше перед нами открывается уже основной ресторан. Вот, кстати, здесь тоже есть терраса под крышей. Можно спрятаться от солнца с потрясающим, опять же, видом на море. Это вот основной вход в главный ресторан. Вечером здесь гриль, барбекю. Утром готовят омлет. Сейчас мы спустимся к амфитеатру. Вчера было представление, я тоже снимала его. Амфитеатр начинает работать с представлениями с 9 часов вечера, но до 9 здесь еще бывают проводят детскую дискотеку. Вот так выглядит амфитеатр. Вчера, в принципе, при полной загрузке отеля в амфитеатре всем хватило мест, ну, всем желающим, кто хотел смотреть представление. А это один из а-ля картов, рыбный ресторан. Сегодня вечером мы пойдем. Смотрите, все а-ля карты, они идут за дополнительную плату. В среднем это 20 евро на человека. И здесь уже идет по меню. То есть вас обслуживают официанты, вы заказываете по меню, и вам, соответственно, всю эту красоту готовят. Девушки на ресепшн сказали, что рыбный ресторан пользуется большой популярностью. Но вы только посмотрите, какие здесь виды. Я думаю, что ужинать с таким видом, а здесь еще и вечером будет закат, я уверена, это будет великолепно. Такой в греческом стиле, очень атмосферный. Вообще в отеле 3 а-ля карта: рыбный, итальянский, мы сейчас будем тоже проходить его мимо, и турецкий. Также по информации про а-ля карт рестораны, если гости проживают более 7 ночей, то посещение одного ресторана один раз для гостей уже включено в стоимость, да, то есть как комплимент идет. И вот за моей спиной итальянский ресторан а-ля карт за дополнительную плату, который, но он сейчас не работает, он работает только в вечернее время. Еще на территории отеля есть бар, называется Коко Бар, но он не для всех гостей, а для тех, кто арендует кабану. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите, кабаны рассчитаны максимум на 2 человек. Они оплачиваются дополнительно, и есть разные пакеты услуг. Самый выгодный — это 125 евро на двоих. Сюда включена кабана, безалкогольные напитки, закуски, также завтрак. Есть пакеты за 150 евро и выше. Если вам интересно прям прайс и что входит в каждый пакет, я могу вам обязательно скинуть. Пишите в комментариях, вся информация у меня есть. Если вы берете пакет, например, с завтраком, вам могут завтрак принести прямо сюда на кабану, и вы можете вот с таким потрясающим видом наслаждаться замечательным завтраком. Также есть с обедом, поэтому здесь уже на ваш выбор. Вот так выглядят кабаны, очень комфортные, просторные. Да, в мини-клуб мы попали. Так выглядит площадка. И здесь есть детский бассейн. И плюс в том, что есть навес, что очень важно, потому что солнце здесь, конечно, активное очень. Очень мелкий бассейн, навес. Также есть внутри мини-клуб. Вообще вот эта зона работает 24 часа в сутки. То есть она не закрывается, соответственно, в любое время можно с детками прийти. Тут какие-то качельки, такие моменты есть.
Но какие-то программы, развлечения, там, рисования, какие-то соревнования, это уже нужно будет уточнять на ресепшене. Есть прям расписание для мини-клуба. В целом с детками здесь туристы отдыхают. Есть еще аквапарк. Тоже сейчас до него прогуляемся, я покажу. Так же, как везде, в классических турецких отелях, есть улица, ну, типа магазины, есть мини-маркет, где в целом есть все необходимое для пляжного отдыха. И какие-то крема, и купальник можно приобрести. Все это тоже есть, работает до 7 часов вечера. Также есть парикмахерская. И мне удалось снять клубный номер, про который я вам рассказывала. Вот так он выглядит. Здесь максимальное размещение 3 человека. Стоит полноценная хорошая кровать, где может разместиться и взрослый, и ребенок, и двухспальная. Вот в таком тоже интересном стиле. Это вот эти те домики, которые я вам снимала в греческом стиле. И давайте посмотрим, какой вид с номера. Вид у этого номера на море. Потрясающая красота. Есть стол, 2 стула, то есть все комфортно. Все, я считаю, очень даже хорошо. Сейчас посмотрим еще санузел. Кофемашина также есть. Капсулы пополняются. Мини-бар такой же, как и в нашем номере. И, кстати, хочу отметить фишку отеля, что здесь очень-очень большие зеркала. Но это прям красота. Можно любоваться собой. И санузел, душ. Все принадлежности, все это есть. Такое тоже интересное зеркало, кондиционер, шкаф. Кстати, халаты, тапочки тоже предоставляют. Я считаю, очень даже симпатично, красиво, свежо. Я вам рассказывала про рестораны а-ля карт. И сегодня мы идем в рыбный ресторан. Нам сказали, что это самый вкусный и самый популярный, поэтому сейчас вам покажу, что же нас там ожидает. Ресторан называется Каликарнас, выполнен в греческом стиле. Посмотрите, как красиво! И, кстати, резервироваться в а-ля карты нужно заранее, хотя бы за день, за два, потому что вот именно этот ресторан очень популярный. По стоимости это 20 евро с человека. Сейчас нам принесут меню, и я вам покажу, какие здесь есть блюда на выбор. Понятно, что здесь не шведский стол. Здесь по меню, здесь вас обслуживают официанты. Гости уже потихоньку собираются. И здесь, кстати, вот я смотрю, есть маленькая сцена, возможно, живая музыка или диджей. Ну, вообще обстановка очень приятная. Меню нам пока еще не принесли, но зато посмотрите, какую красоту. Это закуски, сыр, различные холодные закуски. Ну, думаю, все вам это видно. И мы ожидаем меню, но в целом уже очень красиво и эстетично выглядит. Ну, нам принесли основное горячее блюдо. Это сибас. Тут у нас дорадо. Ну и в целом я очень рекомендую посещать этот а-ля карт ресторан. Было все очень вкусно. И закуски, и холодные, и горячие. Ну и сейчас будем пробовать рыбку. И здесь подают турецкий раки. Я как-то раз пробовал, но я пробовал его не в местной специфике, просто в рюмке его пил. Здесь как нужно, то есть налили воду, мне сказали лед туда добавить. Он приобретает такой, очень странный оттенок цвета, хотя жидкость сама, она прозрачная, но в контакте с водой, я не знаю. Вот так это выглядит на любителя.
дорогие наши друзья, всем доброе утро. У нас 7 утра, мы отправляемся на завтрак пораньше, чтобы снять вам его в полной красоте. Ночь прошла замечательно. Хочу отметить прекрасное, удобное постельное белье. Просыпаться с видом на море – это, конечно, потрясающе. Ну, а мы подходим уже к ресторану. Как и планировала я прийти пораньше, чтобы еще не было гостей, и спокойно все снять. Здесь у нас чай, кофе, напитки. Мы уже были вчера и на обеде, и на ужине. И могу сказать вам, что очень все вкусно и достаточно большой выбор. Здесь у нас выпечка, хлеб. Тут тоже различные, я так понимаю, пирожки с маслинами. Называются они погача. Так, погача тоже с шоколадом. Такие как маленькие мини-пирожки запеченные. Здесь зелень, овощи. Все красивое, все свеженарезанное. Оливки, большой выбор. Здесь разные виды йогурт. На завтрак очень большой выбор различных сыров. Смотрите, целый стол. С этой стороны мясная нарезка. Все очень красиво оформлено. Рыбка, анчоусы. Здесь различные джемы, сухофрукты, печенье, фрукты. И сейчас посмотрим, что из горячего. Яйца, омлет. Тут омлет с овощами, я так понимаю, чечевица, фасоль. Яички вареные, картофель. Также пекут панкейки. И к панкейкам большой выбор разных топпингов, варенья. В общем, я считаю, что выбор достаточно хороший. Мы сейчас отправляемся завтракать. Обязательно, конечно же, турецкий семит, круассаны. Большой выбор выпечки. И тут посмотрим, что у нас. И 2 вида супа. Куриный и овощной. Сейчас мы с вами находимся уже в пляжной, можно сказать, зоне отеля. Смотрите, есть 2 пирса, достаточное количество шезлонгов, зонтиков. Для гостей отеля это уже все входит в стоимость. Также есть 2-й пирс. И вот рядом с этим пирсом, за зонтиками, есть бар, который работает с 10 утра до 6 вечера. Снимаю я вам пляж сейчас вечером. Немного разыгрались волны, но обычно утром и днем море здесь очень спокойное. Вход в море достаточно комфортный. При входе песок. Дальше идет немного камни, но в целом можно и босиком, либо можно в тапочках, кому как удобно. И тоже попрошу заметить, сейчас отель полностью заполнен, то есть 100% загрузка. Но несмотря на это, смотрите, сколько свободных шезлонгов. Это прям удивительно. Мы сейчас, конечно, с вами дойдем еще до бассейна, посмотрим, какая там обстановка. Но вот это правда редкость. Сейчас такое время, 5 часов, как раз солнце уже не очень активно, и в основном гости в это время находятся на пляже. Но, как видите, не так-то и много людей, но и достаточное количество шезлонгов, то есть всем хватает мест. Также вот дальше перед нами открывается еще один пирс. Я вижу издалека, тоже не так уж и много там людей. Так, ну и давайте посмотрим вход в море. Мы уже плавали, конечно. Водичка свежая, прекрасная, прозрачная. Вот, видите, при входе идет песок.
Потом начинается такая мелкая галька. Можно даже сказать, что это крупный песок. Ну а дальше камни есть. Но в целом мы купались без какой-то специальной обуви. Все достаточно комфортно. А вот это, кстати, открывается корпус, где мы живем. Здесь расположены номера делюксы. Они все, повторюсь, идут с видом на море. И еще, кстати, я вам не рассказала, что есть категория номера еще одна, называется Beachside Room, и они находятся прямо на пляже, то есть очень близко. Для кого это важно, такая категория номера есть. Показать я вам, к сожалению, не смогу, потому что они все сейчас заполнены, свободных номеров нет, так пляж выглядит сверху. Ну и еще момент, есть также лестницы, я думаю, вы видите, с пирса на глубину можно плавать. В отеле имеется аквапарк, он состоит из 4 горок. И расположен он тоже недалеко от пляжа. И сейчас прогуляемся до бассейна Infinity. Очень красивый, большой, и он считается одним из самых длинных в Бодруме. Терраса идет закрытая, с крышей я имею в виду. Рядом с баром. Вот этот бар работает с 10 утра до 6 вечера. И также в течение дня здесь есть снеки. Сейчас посмотрим, что тут есть. Я еще не подходила. Такие перекусы, вафли, какие-то блинчики. Здесь небольшой выбор. Есть еще снэк-ресторан, который работает днем. Там, конечно, выбор будет уже больше. Также во многих местах в отеле стоят холодильники с водой. Это бар. И вот мы с вами уже подошли к бассейну. Здесь тоже огромное количество шезлонги, зонтики. Места всем хватает. И вот так выглядит бассейн. Мы сейчас вдоль него пройдемся. Он такой достаточно длинный. Кто любит плавать, то я рекомендую рассматривать этот отель, потому что часто туристы спрашивают, чтобы бассейн был длинный. Не всем нравятся небольшие маленькие бассейны, как это зачастую бывает. Достаточно активненько вечером. Сейчас уже солнце такое мягкое, жара спала. Вообще у нас днем было сегодня 30 градусов. Прям очень так пекло. И, собственно, вот видно, да, какой длинный бассейн. И еще он Infinity. Очень красивые открываются виды. Так это все выглядит. Как и говорила вам, что планирую поехать в Торбу, в центральную часть. Вот мы сейчас находимся здесь. Ехать от нашего отеля на такси буквально 10 минут. И покажу вам сейчас атмосферу этого места. Это маленький пляжный городок, такой с милыми такими колоритными бич-клубами. Есть небольшое количество кафе, ресторанов, но по факту здесь каких-то супер-сверхразвлечений нет. Это большая бухта, где расположены хорошего уровня отели пятизвездочные. Какие-то расположены прямо на берегу, какие-то расположены чуть подальше от моря, там в 500 метрах. Поэтому приехать, в принципе, для общего разнообразия можно прогуляться. Сейчас выходные дни, и в Торбе отдыхает очень много местных. Бухта достаточно спокойная. Смотрите, вот здесь есть нюансы в плане входа в море. Где-то есть вход только по ступенькам, вот, например, как здесь, с платформы. Но если посмотреть вот вдаль, есть и отели, и пляжи, где обычный нормальный вход с песком, с мелкой галькой. Также здесь есть яхты. На них вы можете отправиться по каким-то ближайшим островам. В общем, вот такая здесь спокойная пляжная обстановка.
Ну а мы с вами отправляемся сейчас на ужин. Я нахожусь сейчас на террасе. И давайте прогуляемся по самому ресторану. Итак, опять же у нас здесь салаты. Посмотрим, что у нас тут интересного из горячего. Здесь прям что-то интересное. Это рис. Это плов в тесте. Слушайте, посмотрите, какая красота. Все вот так вот очень красиво оформлено. Там дальше гезблюме. Здесь стол, где тушеные овощи и разные виды тушеного мяса. Ну, попала я, конечно, в самый разгар ужина, но что поделать, снимаем как есть. Смотрите, есть также диетический стол, курица, овощи, все приготовлено на пару. То есть, если какие-то у кого-то есть ограничения, то есть в этом плане вопросов нет, можно всегда найти разные варианты. Здесь у нас зелень, овощи, оливки, перец, маринованные овощи, все это присутствует. Так, давайте посмотрим, что у нас интересного здесь. Смотрите, тут тоже холодные закуски. Все очень красиво оформлено. Говяжий язык, куриный рулет. Ну, вариантов очень много. Я думаю, вам все это видно. Очень большой выбор. У нас сейчас полный отель. Мы приехали во время турецкого праздника Байрам, поэтому отель на 100% заполнен. Нужно принимать это к сведению. Различные закуски. Как мы общались с представителем отеля, в основном еда в отеле европейская. Но когда проходит этот праздник, 60% туристов это гости из Турции. Соответственно, кухню под них, конечно же, немного корректируют, поэтому это тоже принимайте во внимание. Выбор на самом деле очень большой. Так, идем дальше. Сладкий стол. Здесь, как всегда, все красиво, очень аппетитно и вкусно. Очень большой выбор турецких сладостей. Фрукты. Ну и в этой стороне у нас, посмотрим, что паста. Здесь у нас паста, турецкие пельмени, такие маленькие, и здесь сате из свеклы. Ну, я считаю, что здесь каждый найдет себе что-то по вкусу. Есть гриль, жарят овощи. Смотрите, какая красота. Какая красивая картошка. Это котлетки из ягненка. Дальше у нас здесь рыба. Опять же овощи. Баранина и курица. Все очень аппетитно, вкусно. Пахнет, конечно, потрясающе. Ну и я, конечно же, всем рекомендую ужинать на террасе с таким прекрасным видом, потому что здесь атмосфера, свежий воздух, ветерок. Ну что, друзья, ужин на самом деле в отеле очень разнообразный. На входе в отель нас встречают гриль. Мы еще его не попробовали, потому что мы пока еще взяли какие-то закуски. На гриле был и баранина, курица, овощи. Также на входе был такой специалитет, видео мы уже сняли. Это местные закуски из овощей, риса, мяса и так далее. Само питание в отеле очень разнообразное. Я считаю, что каждый турист может найти себе по вкусу, то есть большое количество овощей, мясных блюд, есть рыба, есть сыры, оливки. И хочу еще отметить, что на ужин мы только пришли, сели, к нам уже подошел официант, предложил напитки. Обслуживание здесь на очень хорошем уровне. Ну что, друзья, заканчивается наше пребывание в этом замечательном месте. Скажу честно, уезжать совершенно не хочется.
3 дня пролетели просто как один миг, потому что нам все действительно очень здесь понравилось. Хочу дополнить еще момент про место расположения. Насколько я помню, в видео я про это не говорила. Курорт находится в очень спокойном месте, то есть за пределы отеля выйти, кто любит какую-то прям инфраструктуру активную рядом, здесь такого нет. Но в самом отеле есть все необходимое для вашего комфортного отдыха. Рестораны, развлечения, кафе, бары. Также есть мини-маркет, где можно купить все необходимое для пляжного, так сказать, отдыха и какие-то вещи первой необходимости. Если вам хочется прогуляться, то в 10 минутах езды всего есть поселок, курортный город Торба называется. Мы вчера там были, и небольшое видео я сняла. Да, там не огромное количество инфраструктуры, но очень приятная обстановка, мини-набережная, можно прогуляться, насладиться тоже видами очень красивыми. Ну и самое главное, конечно же, это близость прекрасного, чудесного города Бодрум. До Бодрума можно доехать всего за 25 минут от отеля. Мы вчера также ездили, вышли с территории отеля и сели, вот буквально только вышли, сразу подъехал автобус, но нам просто повезло. Автобус номер 2. Если вы поедете на автобусе, то садитесь на него и доезжаете до конечной остановки в Бодруме, это автовокзал. Там выходите и уже пошли гулять и наслаждаться. Хочу отметить номера и дать такой вам свой совет, если есть возможность, если номера делюкс с видом на море будут в наличии, когда вы будете бронировать этот отель, я рекомендую, конечно, брать их, потому что мы, честно, в восторге от номера. Он просторный, он светлый, современный и с потрясающими видами на бухту, на Эгейское побережье. Номера, которые клубные, тоже хорошие, но мне понравились больше делюксы. В общем, по остальным моментам по отелю нас все устроило. Питание очень хорошее, качественные продукты, большой выбор, и все действительно очень вкусно. Вечерние развлечения есть, как в амфитеатре, так и есть живая музыка, где можно вечером встретить закат, посидеть с бокалом коктейля, например, и насладиться всей красотой. Ну и, конечно же, уже в 100-й раз, наверное, говорю про эти невероятные виды. Эгейское побережье – это, конечно, моя любовь. Бухты, цвет воды просто потрясающий. Посмотрите, какая красота, друзья. Очень-очень здесь красиво, атмосферно. Эти белые корпуса. Если вы вдруг отдыхали в этом отеле, пожалуйста, пишите в комментариях ваши впечатления. Мне будет очень приятно и интересно почитать. Но мы отправляемся дальше. У нас еще впереди очень много планов на Турцию, много интересных мест. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. И не забывайте, помимо того, что мы снимаем обзоры отелей, обзоры курортов, мы еще являемся туристическим агентством. И я, и мои любимые коллеги с удовольствием вас отправят в самое лучшее путешествие.